все, начало лед отрывать. Подъехал сюда, улово это все стояло и волной лед поломало. Здесь вытекает ручеек, и хочу попробовать здесь на блесенку хариуса. Не знаю, что из этого выйдет. Мне кажется, ничего хорошего, потому что воды, конечно, многовато. Уровень выше, чем был. Снег до этого, ребята, был, все это растаяло, и уровень, конечно, все равно большеват. Весь сырой. Друзья, всем привет. Приехал на избу к ребятам. О! Был полный чайник воды, и вода вся замерзла. Лед оставили. Ладно, разогреем, потом на печке. Растает. Привез из дома картошки вареной. Сейчас ее порежу и немножко поджарю на печке. Погода, конечно, стоит не самая лучшая. В дороге я ехал, местами шел снег, потом дождь, подмок так нормально. Завтра тоже обещают такую погоду. И, короче, сегодня у нас чего? Сегодня воскресенье, и до следующей пятницы, представляете себе, еще целая неделя будет тепла, +2, +3. То есть вот такая вот у нас в этом году осень. Это просто ужас какой-то. 2 раза озера уже вставали. Первый раз все вынесло, второй раз я не знаю, вынесет в этот раз или нет. То есть очень тепло. По идее, в это время уже не только озера, уже по реке можно ездить, рыбачить. А в этом году, конечно, все вообще все поменялось. Я не знаю. Ребята, сейчас немножко расскажу цель сегодняшней поездки сюда. Дело в том, что здесь находится в 12 километрах озеро.
И в 23-м году я завез туда весной на мотособаке ПВХ лодку с паёлами, с веслами, там с какими-то еще вещами. И хотел туда весной сходить порыбачить. Весна, лето, осень. Но когда я пришел, медведь, короче, эту лодку нашел и продырявил. Он, видимо, там ее немножко так зацепил. Вот такие вот дырки были и немножко такой порез был. Вот, лодку, саму шкуру я ее увез домой. А вот где у меня паёла и весла, так получилось, что они оказались в другом месте. Зимой я поискал в этом месте, где была сама шкура. То есть я их не нашел. И в этом году я вообще хотел туда сходить. Вот, весной, летом и осенью вообще все собирался, так все откладывал. И так я и не добрался до этого озера. Надо было сходить, просто это все найти, целенаправленно, точно прибрать. Чтобы уже, допустим, шкуру я уже заклеил дома в этом году. Уже, наверное, в 25-м, скорее всего, зимой, весной я это все дело привезу на озеро и уже буду рыбачить, если опять медведь не найдет. Ну, думаю, понятно, немножко так все запутано, потому что давненько я там, ребята, не бывал. В том году я был, не в том году, в этом году я был зимой только там. Все лето собирался, вот так и, короче, не сходил. Дотянул до последнего, что уже такая уже поздняя осень. Хорошо, сейчас нам пришло такое глобальное потепление, можно сказать. Река уже наполовину стояла, уже несло много шуги. Мы уже с папой открыли первый лед, сходили уже порыбачили. Но в этот же день мы и закрыли, так как вот пришло тепло, был сильный ветер, ураган, дожди. И реку все вынесло, шуги уже не стало. То есть, как бы, ну, я решил все-таки приехать сюда. Вот, и сходить прогуляться на озеро. Возьму, конечно, я, ребята, с собой спиннинг, но не знаю, что из этого получится, так как возможно, что на озере еще лед. И на лед не выйти, и со спиннингом можно не порыбачить. То есть, как бы так. Посмотрим, сходим, прогуляемся, что там ждет. Время 6 часов вечера. Сейчас попью чайку. На улице опять снег идет с дождем. Такая погода, конечно. Идти надо аккуратно. Поднимаюсь в гору, вдоль ручья. Гора довольно-таки крутая. Вот туда мне надо. Забрался, ребята, в гору. Перерыв, перекур минут 20. Примерно так. Надо немножко остыть. Гора затяжная, наверное, полкилометра идет. Здесь уже довольно-таки крутой подъем. Пришлось местами за деревья вот так вот хвататься. Короче, забрался сюда, и был ураган, когда в июле навалило тут леса. Довольно-таки прилично. Придется немножко брать вправо, обходить эти завалы. Не знаю, может здесь в горе только, когда ветер именно с пространства оттуда разгонялся и сюда в гору, как раз на этом участке навалены елки, лиственницы.
Вот эта осинка, смотрите, какая здоровая, даже не обнять. Вот это клюква здесь было, ну она и сейчас есть, очень крупная, мягкая уже, можно чуть-чуть поесть. В дороге уже 2 часа 20 минут, прошел 3 километра всего. Самое тяжелое это было подняться в гору и обойти завал. Завал на расстоянии где-то напрямую 200 метров я, ребята, шел целый час. Я, наверное, прошел около километра. Это напрямую, недалеко. А вот так вот я обходил. Ну до чего там добродил. И самое-то главное, я вышел сначала без GPS-ки. Примерно, вроде в гору зашел, примерно направление засек. Не стал ее что-то доставать из кармана, включать. Потом вот эти завалы начались. И все, я когда их начал обходить, все, я реально потерялся. Потому что надо еще смотреть вперед, обходить эти завалы. Плюс надо еще держать курс, хотя бы примерный. И когда ты обходишь туда-сюда, где-то назад даже приходилось обходить участки такие, обратно потом возвращаться. То есть до такой степени я запетлял, что я потом повернул обратно к реке. GPS-ку включаю, смотрю, я иду не туда. И у меня в голове-то мышление-то немножко, я потерялся так. Я думаю, может GPS-ка чего закрутил, завертела, может компас что-то неправильно у него показывает. Потому что есть такие места, что он начинает выделываться. Неправильную информацию показывает. Но потом, пройдя, наверное, метров 100, я понял, что я повернул не туда, немножко так булданул, и потом шел с GPS-кой. Так что как-то вот так вот. Сейчас вышел уже на болотину. Здесь, в принципе, лес нормальный, и идти, ну, быстро я уже иду. Ребята, добрался здесь до избы. Короче, был медведь, нету дверей. Как он их снял с петель, непонятно. Вообще, там кавардак. Но на столе как-то ничего не тронуто. Какой-то культурный медведь был, видимо. По ходу дела, эти двери здесь давно уже лежат. Наверное, может быть, весной даже был. Скорее всего, сырые. Ой, ребята, нифига не тяжеленные. Бардачело, все разбросано, раскидано. Пакеты. Первым делом, ребята, надо затопить печку. Это я так подмерз. Большой толстый гвоздь. Надо сделать петлю. Все-таки это не дело. Дверь, конечно, вообще неподъемная просто. Она, видимо, вот здесь давно уже лежала. Самое тяжелое это сейчас будет попасть в петли. Так как дверь реально, ребята, неподъемная. Она не знаю сколько килограмм весит. Очень тяжелая. Лед довольно-таки толстый. Мне кажется, даже держать будет. Выходить, конечно, я на лед не буду.
Сходил за водой, поставил воду, сейчас вскипячу. Надо, наверное, каши заварить. Каша овсяная есть. Я, конечно, не ожидал, что здесь такой лед. Сантиметров 5-6 где-то примерно. Походил по льду, немножко здесь у берега. Он даже не трещит. Не знаю, как там дальше. У берега может быть, конечно, он и поплотнее. А там, когда озеро встает, ветер бывает есть. И он там, чем ближе к середине, ну подальше от берега, тем лед слабее. То есть как бы рискованно так выходить. У меня, конечно, есть зимние приманки, блесенки. Леску можно шнур отмотать от спиннинга. И при желании можно сходить половить окуня здесь. Но я, ребята, не пойду. Хватит с меня приключений. И так в последнее время, в том году я накупался на собаке. В этом году я из лодки выпал. Кто, если не смотрел, ролик есть на Дзене. То есть как-то вот так. Сушился под елкой. Ну, на таежной речке я сплавлялся на резинке и, короче, вылетел. Полностью вот так вот. По горлу. Весь сырой был. Был еще в гамашах. Ну, короче, рассказывать не буду. Кому интересно, заходите на Дзен. Подписывайтесь, смотрите там. Там больше роликов бывает, больше какой-то информации, обзоры какие-то, немножко такие вылазки на рыбалку. Небольшие. Так что как-то так вот. В этот раз рыбалка отменяется. Каша овсяная с вишней. Сейчас заварю. Есть охота уже. Все, сейчас настоится. Отличные вот такие кашки брать с собой в поход. Все. Так, чайник там уже закипел. Котелок, вернее. А таким топором все бы и кололи елку такую суковатую. И скоро ты расколешь. По краям буду колоть тихонечко. Да, блин. Время, ребята, 7 часов вечера. Я тут занимаюсь домашними делами, такими хозяйственными. Сделал умывальник, повесил. Когда-то тут недалеко была старая изба. Ее, к сожалению, уже давно нету. Хозяин сжег ее. И остался умывальник. Так что я его тут приспособил. Копался тут, ходил вокруг избы и нашел вот такие вот, ребята, гвозди старые, советские. Вот смотрите, вот такой вот гвоздь с такой шляпой большой. Но он такой приличный, сантиметров, наверное, 40. Но эти поменьше. Такая вот связка гвоздей. Тут их 6 штук. С этим 7. Ну, классные вещи. Можно что-то... Ну, короче, пригодятся. Приберу их. Что-то может скреплять или что-нибудь. Такие вещи нельзя выкидывать.
классные штуки. Такими гвоздями раньше скрепляли мосты, когда строили где-нибудь через ручейки, через речки. Вот, стягивали скобами и вот такими гвоздями. Скобы, кстати, я тоже нашел. Вот сейчас покажу. Вот такие скобы нашел. 4 штуки. Смотрите, здоровые. Это, наверное, полметра длина. Такие вот крюки огромные. Решил сварить каши гречневой. Что-то есть захотел. Прям вообще. Вот всегда так с походов. Сначала идешь, когда пить охота. Что-то такое легкое. Вот. Ну, вообще еда, конечно, такая не лезет. А потом начинается. Вот сейчас еще поработал тут вечером. Поварню эту сделал тут. Ну так, дров поколол, да все поделал. И есть захотелось. Время уже 7:30 вечера. Ну вот такой вот поход в этот раз без рыбалки. Хотя в теории, ребята, порыбачить можно. Вполне, я думаю, возможно. Ну, тут вот местами, конечно, я когда подходил, у берега лед такой, более такой, знаете, светлый, а вот чуть подальше он немножко потемнее. То есть он, возможно, там и как бы и не особо такой сильный, можно, конечно, и провалиться легко. А такой лед, если провалишься один, помочь некому, ну это вообще реально, просто, ребята, не выбраться. Надо либо спасалки брать какие-то, знаете, в лед, которые втыкаются вот так вот, либо на ноже вылезать, он будет ломаться. Но мне такой экстрим не нужен, такой рыбы мне не надо. Сейчас разделю пополам. Ну что ты? Тут уже все, ребята, лед не держит. Всем доброе утро. Пришел сюда, в этот край озера, где предположительно у меня должны быть поела и весла от лодки оставлены. Ну, сейчас сходим, тут пройдемся еще. Еще немножко не дошел. Вышел просто на озеро здесь, посмотреть, какой лед. Ну, сантиметра примерно около 3, где-то так вот. Все, он уже не держит. Еле-еле на грани. Еще бы сантиметра 2 и, в принципе, был бы уже около дела. Я дошел до этого места, где предположительно у меня были оставлены. Сейчас, конечно, еще дойдем до другого места. Может быть, там, я не помню. Но, скорее всего, что на 100% весла, сиденье, насос. Еще там кое-какие вещи были оставлены здесь. Вот у меня здесь доски лежат еще. Недаром я зимой здесь, когда ковырял, хотел их найти. Я вот здесь до снега доковырял вот этих елок. Не до снега, а до земли, вернее. Я их не нашел. Может быть, их кто-то утащил. Но когда их утащили, непонятно. Дело в том, что зимой здесь все под снегом, не найти. Летом здесь, кроме меня, наверное, дураков нет. Сюда. Если только, может быть, по перволетке сюда кто-то приезжал и нашли.
Есть, ребята, нашел. Оказалось, не в том месте. Зря я там говорил. Все. Якорь мой. Все, уже тут заплесневело. Вот оно, все. Весла, поела, насос, все здесь. Все отлично. Ну теперь все, ладно, все на месте. Слава богу, миссия выполнена. Погода, конечно, вообще ужасная. Большая влажность, такая как пыль идет. Он вроде не дождь, а пыль такая. Так что холодно, холодно. Ветер север, северо-запад где-то дует такой. Ну ладно. Вот это да, ребята, нашел печку. Иду уже на избу. Печка такая вроде как бы рабочая, я думаю, нормальная. Сделать ее такая интересная. Тут немножко не закрывается, но это в принципе не страшно. Так, надо ее прибрать сюда, под эту березку положить. Труба такая вот есть. Нормальная труба. Отлично. Уже, ребята, час в пути. Все, вышел к лодке на речку. Зачерпнул, короче, в болоте сапог полностью. Но там я уже выливал. Сейчас тут потихоньку вода еще стекла с этого, со штанов, с треников. Но идти нормально, не холодно. Погода, ребята, вообще просто кардинально поменялась. С утра был дождь. И вот пока шел, пока в избушке немножко подсушил рюкзак, все вещи, печку раскочегарил. Вот. И вот буквально все, снег пошел. Вот смотрите, чуть-чуть начало примораживать. Вот капельки начали. Замерзли уже на елках. Иду и уже сухо. Вот, ну, елки вот так вот касаюсь. И ничего уже не летит. Где-то -1, -2 примерно. Вот такая вот погода. То есть утром прям шла такая чумра. Мелкий такой дождик, как пыль шла была. И сейчас снег уже пошел. Мелкий. Этот сапог не буду выжимать, левый. Ладно, так дойду, там провалил, но не сильно. Так что вот как-то так. Сейчас здесь посижу немножко. Буквально 5 минут. Отдохну и пойду дальше. Вот вода в этом стельке тоже. Вот так. Раз выжал, два выжал, и уже около дела. Все, я на месте. Ребята, представим такую ситуацию, что у меня нету спичек. Взял я только вот такое вот огниво. Вот оно. Сейчас попробуем им развести огонь. Береста вся, в принципе, такая влажная. Но вряд ли она вот это вот загорит. Потому что сыро все. Вчера было, сегодня утром сыро было. Оно все подзамерзло. И вот надо брать вот такую бересту. И вот там, вот, она слоями такими разделывается. И вот этот слой там внутри, он сухой. Более-менее нормальный. Сейчас попробуем наделать и разжечь.
Сразу подготавливаем бересту такую, чтобы она схватилась. Самое главное, чтобы все было уже под рукой. Мелкие дровишки, еще что-то. Такие вещи. В принципе, схватилось нормально, быстро довольно-таки. Все, отлично, разжег костер. Поставил вариться. 3 сардельки у меня было. 3 яйца оставалось. Сейчас вот в этой крышке от котелка пожарю. Есть вообще, ребята, очень сильно хочется. Есть хлеб. Попью чаю сладенького. Сахар я с собой туда не брал. Хочется сладкого прям вообще. Вот в походах именно не хватает сладкого. Хорошо, хоть у меня вафли были тут сладкие. Хоть это и ненадолго я и ходил, но тем не менее. Переодеваю теплые вещи. Вот у меня сапоги зимние, здесь костюм зимний вот лежит уже, все подготовлено. Флисовый. Это сейчас все сырое с себя снимаю. Футболка сырая у меня, ну от пота спотел, ноги вообще промочил все. Есть сухие носки и все, выезжаю ходом домой. Сейчас согреюсь, покушаю и ходом домой. Так что все, ребята, всем пока, до новых встреч на канале. Всем здоровья, берегите себя. Ну и как-то так. На улице примораживает, наверное, -1, -2, где-то так примерно. Такая температура.